Привет! Если ты открыл это видео, то ты почти наверняка проявляешь интерес к американскому футболу, игре, которая для миллионов людей по всему миру стала настоящей страстью. Возможно, ты даже предпринимал попытки просмотра матчей, но каждый раз задавал себе вопрос: а чё тут вообще, происходит? Но не волнуйся, ты такой не один. Я открою тебе маленький секрет, но абсолютно каждый любитель этого вида спорта прошел через это, и я не исключение. Да, на первый взгляд правила этой игры могут показаться настоящим лабиринтом. Куча терминов, сложные комбинации, непонятные остановки игры. Многие думают, что разобраться в американском футболе — это как выучить новый язык. Но у меня для тебя есть хорошая новость. Понять эту игру намного проще, чем кажется. И сегодня я постараюсь сделать так, что уже после просмотра этого видео ты сможешь спокойно смотреть матчи Национальной футбольной лиги и кайфовать от этой невероятной игры вместе с нами. В этом видео мы разберем основы американского футбола простым и понятным языком, без лишних сложностей, насколько это возможно, конечно. Мы пройдемся по ключевым правилам, объясним, что происходит на поле, и разберемся, почему же эта игра так цепляет. Устраивайся поудобнее, бери с собой что-нибудь вкусное и давай погрузимся в эту потрясающую игру вместе. Погнали! Ну или, как говорят в футболе, set hot. Если кратко, то цель игры очень простая. Каждая команда стремится занести мяч в зачетную зону соперника для набора очков. Для этого есть три основных способа: забежать в зачетную зону с мячом в руках, принять пас, находясь в зачетной зоне, или же забить мяч в ворота ударом ногой. Зачетная зона, или же end zone, это два участка по краям поля шириной в 10 ярдов. На краю каждой зачетной зоны располагаются ворота. Это такая конструкция из двух вертикальных стоек и горизонтальной перекладины в их основании. Для того, чтобы мяч считался попавшим в ворота, он должен пролететь над перекладиной и между двумя вертикальными штангами. Поле для игры в футбол прямоугольное, длиной 100 ярдов. Это около 91 метра, но нам эти переводы в метры ни к чему. Нам это не даст никакой полезной информации. Плюс по 10 ярдов с каждой стороны как раз таки те самые зачетные зоны, о которых говорилось выше. То есть общая длина поля 120 ярдов, ширина 53 ярда. Поле размечено поперечными линиями каждые 5 ярдов, и каждая вторая линия, то есть 10, 20, 30 и так далее ярдов, всегда обозначены цифрами. Также по полю нанесены короткие штрихи через каждый ярд. Все это помогает нам следить за прогрессом команды. Матч состоит из 4 четвертей по 15 минут каждая, то есть общая длина матча составляет 60 минут. Время тут бывает одновременно и грязное, и чистое. Да, вот так бывает в зависимости от ситуации и времени матча, но об этом чуть позже. Мяч для игры в американский футбол вы все прекрасно знаете. Он имеет овальную продолговатую форму, что помогает ему вращаться спиралью при броске и делает его полет более стабильным. Его длина около 28 сантиметров, это чуть больше 11 дюймов, то есть около 1 фута, и вес примерно 410 граммов. Сделан он из натуральной кожи с такой текстурированной поверхностью для лучшего сцепления и имеет особую шнуровку для того, чтобы пасующий мог лучше контролировать и закручивать мяч при броске. Кстати, абсолютно все игровые мячи в НФЛ сделаны вручную на одной фабрике компании Wilson. На поле одновременно находится по 11 игроков от каждой команды, и каждая команда имеет 3 состава: нападение, защита и спецкоманда для особых розыгрышей. Путем бросания монетки команды определяют, кто будет наносить первый удар, он называется кик-офф, а кто будет принимать мяч и начинать свое продвижение к зачетной зоне соперника. Кик-офф выполняет игрок, амплуа которого называется кикер. Это один из игроков спецкоманды. Удар производится с отметки в 35 ярдов. Остальные 10 игроков его команды выстраиваются на отметке в 40 ярдов на половине поля принимающей команды. Принимающая же команда должна иметь минимум 9 человек в зоне между 30 и 35 ярдовыми линиями. До 2 человек может находиться в зоне приема, которая ограничена 20 ярдами от зачетной зоны. Во время выполнения удара двигаться разрешено только 2 принимающим игрокам, и игра начинается в тот момент, когда мяч пойман принимающей командой или же когда он коснулся земли. Здесь у нас есть несколько вариантов дальнейшего развития событий.
Любой мяч, который был принят в зоне приземления, иными словами она называется landing zone, или же упал на поле и остановился в этой зоне, должен быть возвращен. Возвратом, ну или же ретерном, называется процесс, в котором игрок принимающей команды с мячом в руках пытается добежать как можно дальше. Все дело в том, что с той точки, где его остановят, команда и будет начинать свою игру. Поэтому чем дальше он этот мяч вернет, тем выгоднее для его команды. Вариант второй. Мяч ударился в зоне приземления, а потом закатился в end zone. В этом случае мяч может быть возвращен обычным способом, который я описал выше, когда игрок с мячом бежит в поле. Или же игрок может этот мяч заземлить. Обычно это делается путем вставания с мячом в руках на одно колено. Этот процесс называется тачбэк. В этом случае команда начнет свое владение с отметки в 20 ярдов. Вариант третий невероятно редкий. Мяч не долетел до зоны приземления. В этом случае принимающая команда начнет свое владение с отметки в 40 ярдов. Ну и вариант четвертый. Мяч влетает в зачетную зону по воздуху. В этом случае принимающий решает, выполнить ли ему классический возврат или же заземлить мяч и сделать тачбэк. В этом случае команда начнет свое владение с отметки в 35 ярдов. Точно такой же кикофф выполняется в начале третьей четверти и в начале овертайма, а также после набора очков, но об этом чуть позже. В правила кикоффа постоянно вносятся изменения, особенно касаемо мест, откуда команда будет начинать владение после тачбэка. Все это делается для повышения зрелищности игры. Лига старается выстроить правила так, чтобы как можно больше мячей после кикоффа возвращалось в поле, и нам с вами было интереснее смотреть эту игру. Последние изменения были приняты буквально 3 месяца назад. Ну а прежде чем мы продолжим, я вам хочу напомнить, что для меня и для этого относительно нового канала безумно важна ваша поддержка, поэтому если вам не сложно, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео, делитесь им с людьми, которыми, по вашему мнению, может это быть интересно. Ну и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Все это способствует продвижению контента и развитию канала. Ну а также не забывайте подписываться на телеграм-канал Tush-Push, там очень много всего интересного в ежедневном режиме. Все самые главные новости из мира НФЛ, обзоры матчей, результаты матчей, переводы контента американского, в общем, много-много всего интересного в ежедневном режиме, поэтому подписывайтесь. Ну и как вы могли заметить, большинство терминов тачбэк, кикофф, эндзоун говорятся на английском языке. Все дело в том, что главная лига, Национальная футбольная лига, она находится в США, и, соответственно, все трансляции, а также медиапространство вокруг матчей идет на английском языке. Поэтому для универсальности фанатам по всему миру гораздо удобнее и проще употреблять термины в их оригинальном названии. Так делают по всему миру, и русскоязычные любители футбола не исключение. И да, простите, но я чаще буду называть эту игру просто футболом, без приставки американский. Возвращаемся к нашей игре, где после тачбэка или же ретерна команда начинает мяч, ну допустим, с отметки в 35 ярдов. На поле у команды, владеющей мячом, выходит 11 игроков атаки. Ну а у противоположной стороны, соответственно, 11 игроков защиты. Давайте разберем, кто есть кто позиционно, и начнем с атаки. Первая группа игроков — это линия нападения, она же offensive line или же просто O-line. Это самые большие ребята в команде весом под 130 и более килограммов каждый. Их в линии 5. Парня по центру так и называют центр. Его основной задачей является ввод мяча в игру. Непосредственно сам момент ввода мяча в игру, момент вот этого первого паса, называется снэп. По краям от центра находятся гарды, и следом за ними теклы. Их разделяют на левых и правых, они чаще всего не универсальны и играют именно на своих позициях. Прямо за ними находится мозг этой команды. О существовании этой позиции вы наверняка слышали не раз. Это квотербэк. Главный игрок нападения, человек, который в абсолютно каждом розыгрыше распоряжается мячом. Его задача получить мяч от центра, оценить ситуацию на поле и принять единственно правильное решение о том, куда этот мяч отправится. Ну а главная задача лайнманов — дать квотербеку как можно больше времени на принятие решения,
путем сдерживания игроков защиты. То пространство, которое лайнмены организуют квотербеку, называется карманом, и задача квотербека успеть принять верное решение до тех пор, пока этот карман не схлопнулся, то есть пока защита не продавила лайнменов нападения. Большинство квотербеков правши, поэтому левые гарды и теклы обычно ценятся чуть выше, так как они защищают слепую зону квотербека. Соответственно, для команд с квотербеком левшой все наоборот. Рядом с квотербеком в большинстве расстановок находится running back. Название этой позиции происходит от английского run, то есть бежать. Именно в этом и заключается его основная задача. Я вам уже говорил, что очки в футболе можно набрать несколькими способами, и банальный бег с мячом в руках один из таких. Именно этим и занимается раннинбэк. Он получает мяч от квотербека и пытается пробежать с ним как можно дальше. Обычно раннинбэки — это такие не очень высокие, но очень крепко сбитые парни, ведь им одновременно нужно быть проворным для того, чтобы проскальзывать между защитниками, но также нужно обладать довольно крепким корпусом, чтобы при необходимости этих защитников оттолкнуть. Комбинация, в которой раннинбэк бежит с мячом, называется выносом, ну или running game. Раннинбэки относятся к так называемым skill positions, то есть позициям, которые требуют определенных навыков. К этим же позициям относятся и остальные четверо игроков нападения. Их всех мы можем объединить в группу ресиверы. Эта позиция берет свое название от слова receive, то есть получать. И как вы можете догадаться, задача этих игроков — получать, ну или же принимать передачи. В самой базовой расстановке ресиверы обычно делятся на wide ресиверов, игроков, которые расположены по краям, широко, то есть wide. Slot ресивера — это игрок, который стоит между одним из wide ресиверов и линией нападения. И tight end — это игрок, который в зависимости от комбинации может быть использован как в качестве ресивера, принимающего мяч, так и в качестве блокировщика защиты. Комбинация, в которой нападение играет путем бросания паса на одного из своих ресиверов, называется пасовой, ну или passing game. Теперь давайте разберем, кто же им противостоит со стороны защиты. Начнем также с передней линии, ее по аналогии с нападением называют линией защиты, ну или же defensive line. В центре ее располагаются defensive tackle, ну или по-простому D-теклы. Их главная задача — это борьба с лайнменами нападения и защита против выноса, то есть против комбинации, в которой раннинбэк бежит с мячом в руках. По краям от них находятся defensive энды. Их главной задачей является давление на квотербека в случае пасового розыгрыша и также остановка выноса. Позади них находятся лайнбекеры. Они делятся на центрального. Это обычно игрок, который руководит всей защитой. Такой, знаете себе, квотербек защиты, если угодно. Он читает расстановку атаки и раздает всей защите указания о том, как они будут играть следующий розыгрыш. Также в его задачи входит остановка выноса, если игрок с мячом преодолел первую линию защиты, ну и прикрытие паса в центральной зоне. По краям от него расположены outside лайнбекеры. В зависимости от комбинации они также могут принимать участие в давлении на квотербека при пасовом розыгрыше, являться второй линией защиты при выносе, а также играть в прикрытии принимающих пас игроков. Обычно игроков, которые специализируются на давлении на квотербека при пасовой комбинации, называют пас-рашерами. Их задача максимально быстро прорваться сквозь линию нападения и помешать квотербеку выполнить пас. В зависимости от схемы защиты они могут располагаться как на позиции D-эндов, так и на позиции outside лайнбекеров. Наиболее популярные схемы защиты — это 4-3, в этой схеме пас-рашеры располагаются по краям от двух теклов, или же 3-4, в этой схеме у защиты есть 3 текла, а пас-рашеры располагаются чуть за ними на позиции outside лайнбекеров. Ну и последняя группа игроков называется secondary. Их главная задача — остановка паса. Они делятся на корнербеков, эти ребята играют максимально широко и персонально опекают ресиверов, не давая им принять передачу, и на сейфти. Эти парни расположены максимально высоко в поле и являются последней преградой для получения ресивером передачи. Football, man. Football.
Главной задачей нападения является преодоление расстояния в 10 ярдов. На это команде дается 4 попытки. Эти попытки называются даунами. Их так и обозначают: первый даун, второй, третий и четвертый. Если команде удалось пройти эти 10 ярдов, то эти попытки обнуляются, и они начинают проходить следующие 10 ярдов, и так пока не занесут мяч в зачетную зону. Команде не обязательно проходить именно по 10 ярдов. То есть они могут пройти сразу 20 или 30. Главное, что если они прошли хотя бы 10, то их попытки обнуляются, и у них снова есть 4 дауна. Если у них получится, они могут из первой попытки преодолеть все поле и набрать очки. Они могут это сделать как выносной комбинацией, так и пасовой. Если игрок ловит пас, следующий розыгрыш начинается или с того места, где игрока с мячом завалили защитники, или же с того места, где игрок с мячом выбежит за пределы поля. Если игрок принял пас, то пас считается complete. Если не принял, неважно, сам ли он не смог его зафиксировать, или же квотербэк сильно перекинул свою цель, то пас считается incomplete. Вайд-ресиверы обычно принимают мяч очень близко к боковой линии поля и даже на ее грани, поэтому для того, чтобы пас считался complete, ресивер должен зафиксировать мяч и коснуться поля двумя ногами внутри разметки. Если он не смог этого сделать, пас считается incomplete. Если пас засчитан, судьи показывают движение, похожее на ловлю мяча. Если же не засчитан, то вот такое характерное движение. Если команда заносит мяч в зачетную зону, или же принимает его в ней, это называется тачдауном, и за это команде дают 6 очков. После чего у команды есть возможность заработать дополнительно 1 или 2 очка на выбор. Чтобы заработать 1 очко, им нужно забить мяч в ворота ударом ноги с расстояния в 33 ярда. Для этого на поле выходит спецкоманда. Главные действующие лица в ней — это лонг-снэпер, парень, который будет бросать мяч, холдер, человек, который этот мяч поймает и установит его на газон, и кикер, непосредственный исполнитель удара. Мяч устанавливается на отметку 15 ярдов от гол-линии, плюс 10 ярдов до самих ворот, так как они находятся в конце энд-зон, и плюс на расстоянии примерно 8 ярдов обычно располагается холдер. Итого мы имеем общее расстояние от мяча до ворот 33 ярда. Как я уже сказал, в случае удачной попытки команда зарабатывает 1 дополнительное очко. Но также команда может выбрать и так называемую 2-очковую реализацию. Это чуть более сложный процесс и обычно играется тогда, когда команде нужно либо быстро сократить отставание, либо существенно увеличить отрыв. В таком случае мяч устанавливается на 2-ярдовую линию и оттуда играется самый обычный снэп. Если нападению удается занести мяч в зачетную зону, то команда зарабатывает дополнительные 2 очка. Теперь давайте вернемся немного назад и рассмотрим ситуацию, в которой команда не смогла пройти хотя бы 10 ярдов за данные ей 4 попытки. В таком случае все просто, мяч переходит к другой команде. У нападавшей команды на поле выходит защита, а у защищавшейся нападение, и они начинают играть в обратную сторону с того места, где остановился мяч в последнем розыгрыше. Но тут все не так просто, конечно же. Естественно, что команда нападения, которой не удалось пройти 10 ярдов за 3 попытки, понимает, что если в следующей попытке они снова потерпят неудачу, то мяч перейдет к другой команде в той же точке, где они остановились. А это на самом деле может быть очень близко к их собственной зачетной зоне, чего им бы, естественно, не хотелось. Поэтому большинство команд в таких ситуациях на своем 4-м дауне играют пант. Пант — это вынос мяча ударом ногой с лета как можно дальше. Для этого на поле снова выходит лонг-снэпер для броска мяча и пантер, непосредственно человек, который этот мяч выбивает. Таким образом, нападение выносит мяч как можно дальше от своей зачетной зоны. Со стороны защиты этот пант принимает пант-ретернер, и у него есть 2 варианта. Поймать мяч и попытаться пробежать с ним как можно дальше, то есть сделать возврат панта, чтобы его нападение начинало свою игру с более выгодных позиций, либо же совершить fair catch, то есть показать судьям, что он не планирует бежать с мячом, и нападение будет начинать свое движение с этой точки, где мяч был пойман. Для этого ему нужно совершить такое вот махательно вращающее движение рукой. Обычно это делается в ситуации, когда в момент приема мяча игроки соперника уже слишком близко и могут совершить на возвращающем силовой прием.
Ведь если в результате этого приема игрок выронит мяч и его подберут соперники, то нападение продолжит свое продвижение к зачетной зоне. Но кроме панта есть и другой вариант. Если команда не прошла 10 ярдов за 3 попытки и опасается, что не сможет это сделать с 4-й, она все равно может набрать очки. Если мяч находится на достаточно близком расстоянии к воротам, команда может попробовать пробить field goal. Field goal — это тоже удар мяча ногой по воротам. Точно такой же, как и extra point, который мы разобрали ранее. По сути, extra point — это и есть разновидность field goal. Здесь точно так же на поле появляется спецкоманда. Лонгснеппер бросает мяч, холдер ловит и ставит его на землю, ну а кикер в свою очередь наносит удар. Что же означает моя расплывчатая формулировка «достаточно близко к воротам»? Обычно это дистанция в пределах максимум 50-55 ярдов от ворот. То есть мяч должен находиться на линии примерно в 35-40 ярдов. Мы помним, что холдер ловит мяч примерно в 8 ярдах от линии скриммиджа и плюс 10 ярдов от гол-линии до ворот. Поэтому если мяч стоит на линии 35 ярдов, field goal будет выполняться с расстояния 35 плюс 10 плюс 8, то есть 53 ярда. В крайних случаях команда может пойти на риск и попробовать пробить гол из большего расстояния. Рекорд НФЛ установлен на отметке 66 ярдов и принадлежит опальному ныне Джастину Такеру. Пока я записывал для вас это видео, во время предсезонной игры кикер команды Jacksonville Jaguars Кэм Литтл забил филдгол с расстояния в 70 ярдов. Он, конечно же, не будет считаться рекордным, так как произошел в предсезонной игре, то есть, по сути, в товарищеской игре, которая не идет в зачет к основным рекордам, но, тем не менее, это очень знаковый момент, и лига всерьез заговорила о том, что филдголы с расстояния в 70 ярдов гораздо более реальны, чем казалось ранее. В случае, если мяч влетает в ворота, судьи поднимают две руки вверх, и комментатор говорит «The kick is good». В таком случае команда получает 3 очка. Если же мяч летит мимо, судьи делают характерный жест, и комментатор говорит «Kick is no good». В таком случае защищавшаяся команда начинает свою атаку с того места, где был установлен мяч до филдгола. Таким образом, на каждом 4-м дауне тренеры решают, что им делать дальше. Попробовать сыграть этот даун, чтобы пройти заветные 10 ярдов, пробить пант или же пробить филдгол. Важно отметить, что и пант, и филдгол могут быть фейковыми. То есть команда может сделать вид, что собирается бить по мячу, а пантер или холдер возьмут, да и выполнят пас рукой, и команда, например, наберет свои 10 ярдов. Такое бывает нередко. Теперь немного поговорим об обозначениях. Для того, чтобы мы не путались, в трансляции нам всегда показывают, какой команда играет даун и сколько ярдов им осталось пройти из 10. Например, на первом дауне вы увидите надпись 1 и 10. Читается как 1 и 10, ну или же first and 10. Если в розыгрыше команда набрала, например, 3 ярда, то следующий даун будет отмечен как 2 и 7, то есть 2 и 7, ну или же second and 7. Затем команда прошла еще 6 ярдов, значит следующий даун будет отмечен вот так, то есть 3 и 1. В трансляции комментатор, скорее всего, скажет third and short. Да, у них принято эти короткие ярды так и называть, просто short. Если же команда набрала свои 10 ярдов, то следующий даун будет снова 1 и 10. Но нападение может не только набирать, но и терять ярды. Давайте разберемся, как и когда. Если вы посмотрите на расстановку нападения, то увидите, что квотербэк получает мяч уже на расстоянии около 5 ярдов позади той точки, где расположен мяч. То есть по факту, чтобы набрать 1 ярд, команде нужно преодолеть целых 6. А если квотербэк после приема мяча еще и сделает несколько шагов назад, то и того больше. Так вот, в случае, если квотербэка, ну или любого другого игрока, владеющего мячом, за линией скриммиджа остановят игроки защиты путем заваливания его на газон, например, то команда может потерять какое-то количество ярдов. Например, если в первом дауне пас-рашер защиты завалил квотербэка на расстоянии 5 ярдов от первоначального расположения мяча, то на втором дауне мы увидим вот такую надпись, то есть 2 и 15, ну или же second and 15 или second and long. Другой случай, когда нападение может потерять ярды — фамбл. Фамбл — это процесс, при котором игрок роняет мяч на газон.
Если такое случилось, то игроки обеих команд пытаются завладеть этим бесхозным мячом как можно скорее. Если это удастся нападению, то они просто продолжат свое продвижение с той точки, где они накрыли мяч. Ну и третий способ для нападения потерять ярды — это нарушение правил. Да, в качестве штрафов в футболе наказывают потери ярдов, как для защиты, так и для нападения. Во время нарушения судья, зафиксировавший его, выкидывает в поле желтый флаг, а затем главный судья в микрофон объявляет о том, кто нарушил правила, что это было за нарушение и каково будет наказание. В случае нарушения правил нападения мяч отодвигают назад. Если же правило нарушает защита, то мяч, соответственно, двигается вперед. Football, man. Football. Давайте теперь более подробно поговорим о том, какие в футболе существуют нарушения правил и какие за них бывают наказания. Офсайды мы можем поделить на три группы: сам офсайд, encroachment и нарушение нейтральной зоны. Все эти три нарушения похожи, по сути это даже одно нарушение с одинаковым наказанием, но его разделяют на три вида, каждый из которых имеет свои особенности. Первое, что нам нужно усвоить, это что такое нейтральная зона. По сути, это зона между двумя крайними точками мяча и шириной во все поле. Нарушать ее нельзя никому, кроме центра, так как центр, само собой, вынужден держать мяч одной рукой, и поэтому она всегда находится в нейтральной зоне. Офсайд объявляется, когда игрок защиты, ну или же нападения, что гораздо реже, находится в нейтральной зоне или же за ней в момент ввода мяча в игру. Это не считается мертвым мячом, то есть если офсайд зафиксирован у игрока защиты, нападение может продолжить розыгрыш, и в случае успешного набора ярдов офсайд будет проигнорирован. Сам же штраф составляет 5 ярдов и повторение дауна. Повторение дауна означает, что если офсайд был на втором дауне, то и следующий розыгрыш после назначения штрафа будет тоже второй даун. Encroachment — это момент, когда игрок защиты пересекает нейтральную зону и вступает в контакт с соперником до розыгрыша мяча. Здесь важен именно контакт. Ну и нарушение нейтральной зоны присуждается, когда игрок защиты в офсайде, и это становится причиной того, что игрок нападения совершает фальстарт. Фальстарт засчитывается, когда внутренний линейный игрок команды нападения двигается до снэпа, или когда любой игрок нападения совершает резкое внезапное движение до начала розыгрыша. В качестве штрафа снова 5 ярдов и повторение дауна. Холдинг в защите происходит, когда игрок защиты хватает или удерживает любого игрока команды соперника, который не владеет мячом. Это наказывается штрафом в 5 ярдов и автоматически дает нападению первый даун. Offensive holding, то есть холдинг в нападении, присуждается, когда игрок нападения использует руки, предплечья или другие части тела, чтобы помешать игроку защиты захватить обладателя мяча. Наказывается 10 ярдами штрафа и повторением дауна. Pass interference фиксируется, когда игрок защиты незаконно использует руки, чтобы помешать принимающему поймать пас вперед. Это правило ограничивает количество контакта, который защитник может совершать до того, как мяч коснется рук принимающего. Сюда относятся захваты за части тела, за форму, за маску, толчки, удары по рукам и все подобное. В НФЛ штраф назначается с места нарушения и автоматически дает нападению первый даун. Если фол происходит в зачетной зоне, в таком случае мяч устанавливается на одноярдовой линии. То есть при таком нарушении защита может разом потерять и 20, и 30, и 50 ярдов. В студенческом футболе pass interference также дает первый даун, но штраф назначается с места нарушения на расстоянии не более 15 ярдов от предыдущей точки розыгрыша. Также существует и offensive pass interference. Он может быть назначен в пользу защиты в том случае, если игрок нападения в тот момент, когда мяч был в воздухе, совершал нелегальный контакт с защищающимся. В этом случае нападение получит штраф в виде 15 ярдов. Helmet to helmet или же шлем в шлем. Тут все максимально понятно из названия. Это тот случай, когда один игрок бьет своим шлемом в шлем другого игрока. Наказывается это 15 ярдами и автоматическим первым дауном. Захват за воротник или же horse collar tackle. Нарушение происходит, когда один игрок хватает другого рукой за внутреннюю часть наплечников и резко тянет его вниз.
снова 15 ярдов и автоматически первый даун. Face Mask, то есть захват за маску. Засчитывается, когда игрок, пытаясь выполнить блок или захват, хватает за маску другого игрока. За это также дается 15 ярдов штрафа и автоматически первый даун. Грубость на пасующем. За это нарушение назначается штраф в 15 ярдов и автоматически дается первый даун. Нарушение происходит, когда игрок защиты совершает запрещенный контакт с квотербеком соперника в момент, когда тот выполняет бросок или уже после того, как выполнил пас вперед. В последние годы штрафы за грубый захват квотербека стали предметом споров, поскольку правила футбола сильно меняются с акцентом на безопасность игроков. И поскольку квотербек считается беззащитным, находясь за линией схватки, он защищен от широкого спектра контакта со стороны защитников. Грубость на пантере. Засчитывается, когда игрок защиты вступает в любой контакт с пантером, при условии, что он не коснулся выбитого мяча до этого контакта. Здесь снова 15 ярдов и автоматически первый даун. Personal fall или же персональный фол. Любое грубое нарушение, которое считается опасным для здоровья другого игрока. Наказывается 15 ярдами штрафа. Ну и delay of game, то есть задержка игры, действие, которое задерживает игру. Например, если нападение позволяет игровому таймеру полностью истечь. За это дается 5 ярдов штрафа. Football, man. Football. Итак, мы плавно подошли к тому, почему же игра, в которой официально всего 4 четверти по 15 минут, обычно длится около 3 часов. Да-да, будущие любители футбола, вам придется выделять для просмотра матчей немало времени. Вы знаете, обычно, особенно среди скептиков этой игры, коих немало, принято считать, что все это из-за постоянной рекламы. Но это не совсем так. Точнее, да, рекламы во время трансляции матчей, конечно, много, но реклама здесь является следствием частых остановок в игре, а не их причиной. Давайте же разберемся, с чем эти самые остановки связаны. Самое главное — планирование и тактика. Футбол — это такие шахматы с мячом. Я не преувеличиваю. Это игра, которая, наверное, на 90% состоит из тактических указаний и лишь на 10 из импровизации игроков. Каждая команда здесь имеет так называемый плейбук. Это книга, которая содержит все возможные комбинации для атаки и защиты. Этот плейбук может содержать до 1000 и более различных комбинаций. И перед каждым розыгрышем тренеры выбирают, какую комбинацию они будут играть сейчас. Именно поэтому после каждого розыгрыша время останавливается, и у команды есть 40 секунд на то, чтобы обсудить комбинацию, которую они собираются играть, занять свои позиции и приготовиться к снэпу. Также после каждого набора очков или же перехода владения от команды к команде происходит пауза в пару минут, для того, чтобы команды могли сменить свои составы и получить наставления от тренеров. Добавим сюда тайм-ауты, их, кстати, у каждой команды по 3 на одну половину игры, плюс разборы спорных моментов. Судьи, вы знаете, могут останавливать игру, если требуется какое-то дополнительное время для принятия решений по спорной ситуации, или же могут начать смотреть повтор. Кстати, главный тренер может запросить просмотр повтора в некоторых ситуациях для того, чтобы судьи изменили свое решение. Если же после просмотра судьи остаются при своем мнении, то команда лишается одного тайм-аута. Вот так, да еще и с учетом 3 перерывов, один из которых большой 15-минутный, и набегает в общей сложности 3 часа футбола. Ну а хитрые акулы маркетинга давно поняли, что это время идеально подходит для рекламы своего продукта, и забили эти слоты. Кстати, немного о тренерах, их в команде очень много, но наиболее основными являются главный тренер и 2 его основных помощника, это координатор защиты и координатор нападения. Также есть тренеры спецкоманд, тренеры квотербеков, тренеры лайнбекеров и так далее, далее, почти по тренеру на каждую позицию на поле. Мы поговорили о том, как очки набирает нападение, а теперь давайте поговорим, как очки может набрать защита. Да, такое тоже возможно. Как мы узнали ранее, одна из главных целей защиты сразу же после снэпа — добраться до квотербека и не дать ему выполнить пас. Если им удается просто завалить квотербека на землю без потери мяча, это называется сэк. Ну а если же им удается спровоцировать фамбл, то есть потерю мяча квотербеком, это называется стрип-сэк. В случае, если фамбл подбирает защита, это называется turnover, то есть разворот.
Все, нападение потеряло мяч, он теперь у другой команды. И если защита сможет в этом розыгрыше добежать с мячом до зачетной зоны, то это будет считаться тачдауном, и за это будет присвоено 6 очков. Все это называется pick six, то есть дословно подобрать 6. Другой способ забрать мяч себе — это перехват паса, или же, как он называется по-английски, interception. Это когда защитник в воздухе перехватывает мяч и фиксирует его. Этот момент тоже называется терновером по аналогии с подбором фамбла, и при удачном стечении обстоятельств может закончиться набором 6 очков. После этого команда также получает право на дополнительное очко или же на 2-очковую реализацию. Если же защите после терновера не удалось занести мяч в зачетную зону и игрок был остановлен, то на поле появляется нападение этой команды и начинает свое движение к зачетке обычным способом. Еще один вариант для защиты набрать очки — это заработать сейфти. Да, этот момент игры имеет точно такое же название, как и позиция игроков на поле. Но путать мы их, конечно же, не будем. Сейфти засчитывается, когда игрок атакующей команды с мячом выходит за пределы поля в своей зачетной зоне. Или же игрок нападения совершает нарушение в своей зачетной зоне. Или же мяч выходит за пределы своей зачетной зоны после того, как нападение получило владение. За сейфти защищающаяся команда получает 2 очка. Также существует и сейфти в 1 очко. Оно присуждается в том случае, если во время исполнения экстра-поинта или же 2-очковой реализации защита перехватывает или сбивает мяч, и игрок с мячом выходит за пределы поля в своей зачетной зоне, или же его укладывают на газон в его зачетной зоне, то за это присуждается сейфти в 1 очко. Да, звучит запутанно, но это не самое главное правило в футболе. Дело в том, что в истории НФЛ, а это более 100 лет, таких эпизодов пока что не случалось. Трижды это случалось в колледж-футболе, и последний раз это было в 2013 году. Football, man. Football. Теперь же давайте перейдем к такой невероятно важной вещи, как clock management. Ближе к концу 4-й четверти в матче начинается все самое интересное. В том случае, если разрыв между командами не слишком велик, то здесь начинаются настоящие игры разума. Есть такое понятие, как clock management, то есть управление часами. Оно включает в себя принятие решений, которые либо сокращают, либо же увеличивают оставшееся время в зависимости от ситуации в игре и желаемого результата. Я в самом начале говорил, что время в матче одновременно и грязное, и чистое. Пришло время объяснить, что это значит. Дело в том, что за 5 минут до конца 2-й и 4-й четверти правила остановки часов меняются. С этого момента, если игрок атаки был остановлен в пределах поля, то время на табло не останавливается. Да, у команды все так же есть 40 секунд на то, чтобы подготовиться к следующему снэпу, но основное время игры при этом будет продолжать идти. Таким образом, команда может построить свою стратегию так, чтобы после каждого розыгрыша игрок оставался в поле и таким образом убивать время. Если же игрок с мячом выходит за пределы поля, то часы останавливаются как обычно. Также они останавливаются в случае инкомплита, то есть невыполненного паса. Благодаря таким играм разума команда, например, может не заносить тачдаун, когда у нее есть такая возможность, и остановиться в ярде от зачетной зоны только для того, чтобы убить еще немного времени. Лично для меня это одна из самых увлекательных вещей в футболе, и каждый раз, когда команды идут ноздря в ноздрю, я сижу и пытаюсь предугадать, а как же себя будет вести одна и другая команда в плане клок-менеджмента. И я вам скажу, что это далеко не самое простое и очевидное занятие. И иногда ты буквально хватаешься за голову от того, как тренерский штаб придумал распорядиться временем. Но, конечно же, это работает и в обратную сторону. Иногда тренеры могут ошибиться с выбором тактики на последние минуты игры. Одним из таких самых, наверное, ярких моментов являются последние секунды матча за Супербол номер 49 между Seattle Seahawks и New England Patriots. С матча прошло уже 10 лет, но споры о том, правильно ли координатор нападения Сиэтла Дэрил Бивел просчитал возможные варианты развития игры и, исходя из них, определил свой плей-коллинг. Ведь это стоило Сиэтлу победы в Супербоуле, до которой оставалось всего лишь 20 с небольшим секунд. Если по окончанию основного времени матча счет остался равным и победитель не выявлен, то команды играют овертайм. Перед овертаймом судья снова кидает монетку, чтобы определить, кто будет владеть мячом первым. В регулярном сезоне играется не более одного 10-минутного периода.
каждая команда должна получить возможность владеть мячом. Исключение, если команда, выполняющая начальный удар в начале овертайма, заработает сейфти на первой же атаке принимающей команды. В этом случае команда, выполнявшая удар, становится победителем. После того, как каждая команда получила возможность владеть мячом, если одна из них набрала больше очков, чем соперник, она объявляется победителем. Если команда, владевшая мячом первой, не набрала очков в своей первой атаке, или если после владения обеих команд счет остается равным, побеждает команда, которая первой наберет очки любым способом. Также каждой команде предоставляется по 2 тайм-аута. Если после завершения овертайма счет остается равным, результат матча фиксируется как ничья. Тренерские запросы на видеоповторы не принимаются, все повторы инициируются официальным судьей по видеопросмотру. Правила овертайма в плей-офф же немного отличаются. Если после окончания первого периода овертайма счет остается равным, или если первая атака второй команды еще не завершена, команды сыграют еще один период овертайма. Игра будет продолжаться независимо от того, сколько периодов овертайма потребуется для определения победителя. Между каждым периодом овертайма будет 2-минутный перерыв. Также правила управления временем, которые действуют в концовках второй и четвертой четверти основного времени, применяются и в концовках второго и четвертого периода овертайма. Если после четвертого периода овертайма победитель так и не определился, проводится новая жеребьевка, и игра продолжается до тех пор, пока не будет выявлен победитель. К счастью, такое бывает нечасто. Football, man. Football. Если ты досмотрел видео до этого момента, то ты действительно полон решимости разобраться в этом виде спорта. И я могу тебя поздравить. Теперь, зная все, что мы рассмотрели в этом видео, ты можешь легко начинать смотреть матчи и получать удовольствие от этой невероятной игры. Но даже не надейся, что после этого видео ты разобрался в игре. Сегодня мы обсудили процентов, наверное, 10-15 от того, что тебе еще предстоит узнать. Так что не волнуйся, мир футбола еще полон будущих открытий. Что-то мы разберем в следующих видео, в чем-то тебе придется разобраться самому. Если тебе понравилось, обязательно поставь лайк, подпишись и напиши что-нибудь интересное в комментариях для помощи в продвижении этого видео. Спасибо за просмотр и увидимся в новых видео.